Здравствуйте, вы на канале 5 вкусов. Сегодня мы приготовим самый настоящий знаменитый марципан. Он вкусный и сам по себе в форме конфет, но также из него можно сделать всевозможные красивые фигурки, чтобы украсить торт или пирожные и различные десерты. А также можно покрыть, как сахарной мастикой, торт. Давайте приготовим. Процесс приготовления очень простой. Готовится марципан из миндального ореха. Если у вас есть миндальная мука, то вы просто смешиваете миндальную муку, сахарный сироп, сахарную пудру и миндальную эссенцию, чтобы получилось такое тесто, из него можно все лепить. А если у вас нет муки, то можно воспользоваться хлопьями миндальными. Но если также негде купить миндальные хлопья, то тогда приготовим марципан просто из миндальных орешков. Посмотрите, как это делается. Возьмем 250 грамм миндаля и зальем его кипятком. Дадим ему постоять минут 15-20. Лучше даже прокипятить его 5 минут. И потом дать ему остыть в этой воде горячей. И теперь можно без труда снять с него шкурочку. Теперь отправляем наш миндаль частями в кофемолочку. Или если у вас есть мощный блендер, то можно перемолоть блендером. Нам нужно, чтобы была такая прям очень мелкого помола паста, без крупинок. Теперь сделаем сахарный сироп. Берем 3 столовые ложки сахара с горкой и 3 столовые ложки воды. Заварим сахарный сироп густой. Нужно где-то поварить, вот помешивая эту смесь в течение 5 минут, чтобы сахар растворился и уварился сироп. Возьмем жилки шафрана и добавим наш сироп, чтобы появился аромат и цвет. Можно заменить куркумой. Теперь замесим наш марципан. Берем сахарную пудру, 300 грамм сахарной пудры, наш сироп уваренный, 2 столовые ложки сиропа и 250 грамм миндаля. Если есть миндальная эссенция, еще несколько капель миндальной эссенции. Но у меня нет, я добавляю ванилин. Все перемешаем. Замесим тесто. Вот такое тесто у нас получается. Желтенькое. Цвет можно делать с помощью разных соков, добавляя в сироп. Теперь сформируем разные формы. Мы хотим сделать в преддверии Пасхи вот такие вот яички пасхальные. Обязательно позовите детей лепить эти формы разные. Это так интересно. Они будут всегда вспоминать свое детство, которое они провели с вами, как вы весело лепили эти марципаны, как это все было смешно и забавно. Можно делать любой формы, какая вам нравится. А еще это так вкусно. Вы не представляете, это такие вкусные конфеты. Гораздо вкуснее, чем в магазине. В магазине у них очень много сахара, там 1 к 3. Здесь мы 1 к 1 ложим сахар. Теперь покроем шоколадом. На паровой бане растопим немножко шоколада. Покроем шоколадом наши конфетки.
Готовую конфетку отправляем на пергамент, чтобы она остыла. И можно поставить в холодильник. Теперь приготовим айсинг. Для этого возьмем аквафабу 50 грамм и будем взбивать миксером. Взбиваем в течение 5 минут. Теперь добавляем щепотку, буквально на кончик ножа, лимонной кислоты и сахар частями. 100 грамм сахара. Взбиваем еще 10 минут. Вот такая пена получилась. Ею можно украшать наши поделки. Мы хотим украсить пасхальные яички. Выложим массу в кондитерский мешок. Обрежем кончик очень тонко, чтобы была такая очень тоненькая полоска, когда мы будем рисовать. Вот так вот произвольно нанесите любые рисунки на ваш марципан. Если оставить на сутки, этот рисунок застынет, будет твердый. Конфетки в холодильнике остыли. Мы тоже покроем их нашим айсингом. Это не обязательно. Тут уже делайте на свое усмотрение, украшайте, как вам нравится. Вот такие вот красивые конфеты. Вот такой вот замечательный марципан мы научились сегодня готовить. Что еще можно сделать из марципана? Смотрите в нашем следующем видео.